ты не можешь купить какие-то вещи, которыми ты будешь пользоваться постоянно. Там кружку свою, дома и квартиры сдаются чаще всего без мебели и без техники. Вы обязаны прожить в доме как минимум полгода. И теперь она стоит у нас колом. Всем привет! Вы на канале По дороге домой. И сегодня мы ответим на вопрос, сколько стоит в среднем месяц жизни в Аргентине. А также посчитаем, сколько денег потребуется, чтобы эту жизнь здесь наладить. Даше нужно будет уходить по делам, поэтому за нее работу продолжит вот эта елочка. Ну что, давайте начнем с самой важной и неотъемлемой составляющей расходов. Это заселение в апартаменты или, в общем, в любое жилье. Здесь надо иметь в виду, что у вас есть два варианта. Но так или иначе мы рекомендуем поначалу использовать первый, это краткосрочная аренда. Вы можете найти либо на Airbnb, либо напрямую на сайте Зона.Проб, Аргенпроп и так далее. Позже мы об этом отдельно снимем выпуск по поиску жилья. Но когда вы выбрали апартаменты и заселились туда, по крайней мере вы можете быть спокойны, что там есть мебель и техника, которой вы можете пользоваться. И живя там, подбирать себе апартаменты на долгий срок, а также подыскать уже сразу технику и мебель, где будет дешевле ее приобрести, и заранее можно даже сделать заказы, потому что иногда изготовление или доставка может занимать недели. С краткосрочной арендой там свои нюансы, потому что арендодатель может вам поднимать цену раз в месяц, скорее всего, либо раз в 3 месяца, зависит от того, какой тип контракта вы подпишете. Ну, по цене, в принципе, на начальном этапе сопоставима краткосрочная аренда и долгосрочная. Но за счет того, что в долгосрочной аренде цена фиксируется, и потом ты платишь в итоге меньше, то вот на этой разнице ты как раз можешь позволить себе купить технику и все остальное. И, по крайней мере, ты будешь знать, что здесь ты можешь обустраивать свой быт, потому что ты живешь в долгосрочной аренде, и как минимум 3 года тебя никто отсюда не выгонит. В краткосрочной аренде, ну, по крайней мере, вот мы 2, наверное, месяца, вообще-то больше, мы еще в Буэнос-Айресе 3 месяца жили там тоже по отелям, и здесь еще в Кордобе около месяца мы тоже потаскались по квартирам краткосрочной аренды. От чего мы устали сильно, это от того, что ты не можешь купить какие-то вещи, которыми ты будешь пользоваться постоянно. Там кружку свою, какая-то посуда, какие-то там бытовые вещи. Ты пользуешься тем, чем пользуются другие люди, заезжая в эту же квартиру. И это не так приятно, конечно. Дома и квартиры сдаются чаще всего без мебели и без техники, но мы решили оставаться где-то на 2-3 года, поэтому из расчета, что мы купим технику и мебель, попользуемся ей 3 года и спустя это время продадим, пусть мы выручим чуть меньше денег, но это будет все равно дешевле, чем переплачивать за ее пользование в краткосрочной аренде. Все дело в том, что очень большая разница юридическая между двумя этими типами аренды, потому что при долгосрочной вы заключаете контракт на 3 года, где цена прописана в песо, во-первых, и арендодатель имеет право повышать цену только через год после начала, ну и потом еще через год и еще через год, максимум на 50%, по-моему. Это значит, что за весь год, который вы пользуетесь с момента заключения контракта, цена будет быстро-быстро падать в долларах. Да, я знаю, многих из вас при слове «контракт» начинает слегка потрясывать. Однако позвольте я вас немножко успокою. Во-первых, вы обязаны прожить в доме как минимум полгода. И это нисколько не значит, что кто-то держать вас будет силой. Это всего лишь означает, что если вы захотите съехать раньше этого времени, вам придется оплатить все эти 6 месяцев. Кроме того, если вы захотите покинуть дом раньше, чем 1,5 года с момента заключения контракта, вы заплатите за 1 дополнительный месяц в качестве штрафа. После 1,5 лет ничего платить не нужно и можно свободно съезжать. Кроме того, поскольку Аргентина – это хоть и латинская, но все-таки Америка,
Здесь действуют похожие правила, как и в Соединенных Штатах. То есть при выселении жилец обязан привести дом в изначальное состояние. Это значит, что за его счет будут покрашены все стены, при этом выбор подрядчика осуществляет сам домовладелец. Ну что, давайте попробуем разобраться в том, что я для вас здесь нарисовал. Если вы захотите снять жилье на длительный срок в Аргентине, вам, вероятнее всего, придется столкнуться вот с какими расходами. Риэлтор попросит с вас 5% от суммы контракта за все 3 года. В некоторых случаях это может быть эквивалент 2 месяцам оплаты аренды, то есть немножко дешевле. Такую сумму мы заплатили агентству, в котором купили для себя гарантию. Для чего нужна гарантия и что это такое? Все дело в том, что по аргентинским законам домовладелец не имеет права выселить жильцов, даже если они перестали платить. Особенно, если у них есть маленький ребенок. Тогда это становится настоящей головной болью для владельца дома. Поэтому большинство из них, если не сказать все, перестраховываются, прося такую гарантию с каждого арендатора. Однако, мы чуть позже, в одном из следующих выпусков, расскажем, каким способом можно обойти этот пункт и, скорее всего, первый. Таким образом, можно будет сэкономить немаленькую сумму. В нашем случае это составило бы $1500. Если бы мы вообще не заключали контракт, то и вовсе не пришлось бы платить этих денег. Добавлю, что гарантию можно приобрести несколькими способами. Первый и самый простой – это как поступили мы, но он, собственно, не самый дешевый, насколько я понял. Второй способ – можно попробовать купить гарантию непосредственно на сайте поиска жилья. Там есть предложение о такой услуге, но мы ее не проверяли, поэтому ничего сказать об этом не можем. И третий способ, он менее вероятен для новоприбывших, однако все же расскажу о нем. Вы могли бы заручиться поддержкой какого-то вашего знакомого, у которого здесь есть недвижимость. То есть он выступает поручителем, и если вы не будете оплачивать, на его недвижимость, насколько я понимаю, будет наложен арест. Самая большая и серьезная статья расходов здесь, в этом разделе, это стиральная машина. Мы хотели купить такую, чтобы была сразу с сушилкой. И здесь можете учесть, и лучше, чтобы вы учли наш опыт, потому что мы вначале решили сэкономить и найти бэушную стиральную машину. И теперь она стоит у нас колом, потому что поработала только, наверное, неделю или 2. Хотя работала, конечно, прекрасно. Потом все-таки пошли и купили новую за $650. Значит, тоже стиралку и сушилку. Если чисто стиралка, она будет, конечно, дешевле. Можно самую дешевую найти, там, я не знаю, $250-300. Холодильник обошелся в $300, микроволновая печь в 100, тостер 20, чайник 30. Ну, мы такой брали чуть получше, не самый-самый дешевый. Соковыжималка $15. Это что касается техники. Теперь давайте посмотрим, какие затраты на мебель. Кухонный стол и стулья, как я говорил. Вот, пожалуйста, наш немножко уродский комплект. За него отдали мы что-то порядка $60 или $80. Это новое. Изначально были в деревянном цвете. Мы попросили покрасить в белый. Еще в комплект входили пара барных стульев. Диван от $100. Это самый бюджетный. То есть цены я называю от, потому что бюджет у всех разный, конечно, и я, например, сам не хотел переплачивать. Однако мы поняли, что по низу рынка, например, найти нормальный диван, если не бэушные рассматриваются, новые, крайне трудно. Особенно если заказывать его не глядя, а увидев только картинки в интернете. На этом мы обожглись, поэтому пошли по магазинам, прогулялись, померили своими попами диваны, которые нам больше понравились, и в итоге взяли вот этот. Он, кстати, стоил около $300. На кровати мы решили слишком сильно не раскошеливаться, по опыту зная, что основную роль играет все-таки матрас. Поэтому матрас нормальный, хотя тоже шел просто в комплекте с этими кроватями. А кровать из себя представляет 2 каркасика. Вот, они просто рядышком друг к другу приставлены.
Это деревянная коробка, то есть видно, что вот рама из дерева, обтянута кожезаменителем, и здесь нечто наподобие мембраны или спанбонда, вот так. И изголовье тоже просто отдельно стоящая такая штука. Ну и вот детская по такому же принципу. Матрас, он у него более мягкий, то есть легко продавливается. У нас пожестче. Скорее всего, в раздел «Различная утварь» мы чего-то могли не учесть, поскольку все закупалось в разных местах в разное время. Теперь, как мы видим, общая сумма первоначальных затрат составила у нас в районе $4400 или даже 4,5, а возможно и больше. Но давайте посмотрим на это немножко под другим углом. Во-первых, давайте разделим эту сумму на количество месяцев долгосрочной аренды, на 36. И мы уже получим $122 в месяц. Да, это тоже немало. Однако, давайте теперь отнимем первую сумму, которой реально можно избежать. Получается $74 в месяц. И теперь давайте посчитаем, сколько денег у нас с вами вложено, или даже сказать, инвестировано в мебель и технику. Мы видим, что сумма вложений $2370. То есть за какую-то сумму мы все это потом сможем продать. Пусть не за столько, но точно не бесплатно. Таким образом, мы получаем совсем небольшую сумму доплаты к стоимости одного месяца долгосрочной аренды. И она точно поможет вам сэкономить гораздо больше денег, если сравнивать с краткосрочной арендой. Это мы уже проходили. Точнее, наши друзья. Ну что же, а теперь давайте попробуем с вами посчитать месячный бюджет. Ссылка на эту табличку будет в описании. Итак, начнем мы с квартир, как самой большой статьи расходов. Здесь для сравнения указаны цены в Буэнос-Айресе и Кордове. Квартиры здесь представлены разных видов. Однокомнатная, которая расположена далеко от центра города, рядом с Кольцевой. И две квартиры, трехкомнатная и четырехкомнатная, которые находятся в престижных районах города. Помимо большого количества комнат, там также будет и большое количество санузлов, это надо заметить. По нашим наблюдениям, цены на жилье в Кордове процентов на 30 ниже, чем в Буэнос-Айресе. Также имейте в виду, что помимо ежемесячной оплаты аренды, отдельно оплачиваются административные расходы здания. Либо, если вы дом снимаете на закрытой частной территории, которая охраняется, вы также будете платить отдельно за расходы. Туда будет входить зарплата администраторам, охранникам, садовникам, газонокосильщикам, уборщикам и так далее. Этого можно избежать, если вы будете арендовать частный дом на неохраняемой территории. В нашем случае мы платим на сегодняшний день уже $254 в месяц без каких-либо дополнительных расходов, за исключением коммунальных, конечно же, которые здесь также оплачиваются отдельно. Цены на коммунальные услуги довольно низкие, поскольку они субсидируются государством. Мы за коммунальные услуги платим несколько больше, чем платят жители квартир, поскольку у нас есть бассейн и мы тратим много воды. Также у нас есть несколько кондиционеров, которыми мы часто пользуемся. Тариф на интернет у нас тоже чуть более скоростной, более дорогой. Здесь хотелось бы отдельно остановиться на разных видах страхования. Мы пользуемся страховым планом 310 от компании ОСДЭ. Правда, нам этот план оплачивает компания. Обходится он $180 на одного человека, и, как я раньше говорил, он покрывает не только экстренные вызовы, но также стоматологию и 40% стоимости медикаментов. Если нет необходимости в таком дорогом плане, можно взять какой-нибудь базовый, он стоит в районе $25. Туда точно будут входить экстренные вызовы, ну а насчет остальных я, к сожалению, не знаю. По поводу прачечной вроде бы все понятно, однако я от себя добавлю, что если вы хотите постирать принесенное в одном пакете белое и цветное белье раздельно, то с вас все равно посчитают как за две раздельных стирки, что в принципе логично. Цены на продукты здесь указаны из расчета на двоих. Следующим выпуском мы хотим сделать как раз таки большую закупку в гипермаркете и показать вам, чего стоят отдельные продукты. Но здесь я скажу, что $160 это довольно немаленькая сумма, и за эти деньги вы будете точно объедаться.
Здесь можно заметить, что отдельно посчитаны фрукты и овощи. Здесь тоже все по желанию и на любителя. Как можно заметить, мы довольно часто пользуемся общепитом. Здесь это распространено и хорошо развито. Даже на обед можно сходить где-то, взять себе готовую порцию мяса с гарниром или салатом и каким-нибудь напитком. И это обойдется в районе $3 на человека. Зачем тратить время на приготовление, если можно поступить таким образом? Есть множество различных ресторанов, тоже в разных ценовых категориях. Но должен признать, что мы с Дашей редко выходили за рамки $35, это даже с выпивкой. За школу, куда Марк ходит на половину дня, мы платили $100 в месяц. Сейчас же он ходит у нас в летнюю спортивную школу, где есть бассейн. Все вместе с питанием обходится нам в районе $140 в месяц. Ребенок счастлив. Забираю ребенка из летней школы или летнего садика. Они собираются через неделю ехать на выходные в поход и приглашают даже таких маленьких детей, правда, без ночевки. Вот они смотрят, что такое палатка. Итого мы можем заметить, что в месяц мы расходуем в районе $700, что в принципе на троих совсем немного. При этом я должен сказать, что мы себе ни в чем не отказываем. Кажется, все. Если вдруг что-то пропустил, пожалуйста, отметьте в комментарии. Также можете поставить свой лайк и подписаться на наш канал, чтобы мы знали, что вам интересно такое смотреть. С большим удовольствием тогда будем снимать для вас новые выпуски об Аргентине, нашей жизни в ней, любых мелочах и тонкостях. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Разбираем такие вещи. Опа, косяк. Притаился.